Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить замечательные булочки с кунжутом для бургеров. На мой взгляд, эти булочки не идут ни в какое сравнение с булками из Макдональдс. Они получаются намного круче. У меня на канале уже было подобное видео. Я снимала рецепт булочек с кунжутом. Но это было давно, и видео было с переводом, и немногим было удобно его смотреть. И сегодня я решила повторить этот замечательный рецепт для вас. Они такие легкие, воздушные, с нежным мякишем внутри. Какая красота! И, конечно, здесь много кунжута. Такие замечательные булки можно готовить не только для бургеров, но их можно подать и к чаю, со сладким вареньем, с маслом, с сыром. Это очень вкусно. Для приготовления теста мне понадобится в первую очередь в теплой воде разведу дрожжи. Добавляю сахар и дрожжи. Хорошо перемешиваю и оставляю таким образом дрожжи подойти примерно на 5-7 минут. В миску просеиваю муку. Добавляю в муку соль. Перемешиваю. Дрожжи замечательно подошли, и только теперь можно продолжать делать тесто дальше. Вливаю дрожжи в муку. Сразу добавлю примерно половину растительного масла. Замешиваю тесто. Оно должно получиться очень нежное, мягкое. В зависимости от того, какая мука, может понадобиться ее чуть больше или чуть меньше. Посмотрите, у меня тесто еще получилось таким достаточно вязким, поэтому я добавлю сюда немного муки. В конце замеса я точно скажу, сколько муки у меня ушло. Добавляю в тесто все оставшееся растительное масло. Сейчас какое тесто у меня получилось, очень нежное, мягкое, и я его домешу на столе. Вымешивать тесто буду примерно 7-10 минут. Чем дольше вы его вымешиваете, тем больше развивается клейковина муки, и тесто получается более пышное, выпечка из него будет более воздушная. Всего в тесто я добавила 20 граммов муки, то есть всего у меня ушло 500 граммов. Я хорошо вымесила тесто. Посмотрите, оно полностью отстает от стола. И оно отстает от рук, хотя тесто такое на грани липкости. Сейчас я руки смажу растительным маслом. Подбираю тесто и вот таким образом подкатываю его. Я беру чистую миску, смазываю ее растительным маслом, перекладываю мое шикарное тесто в миску. Закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Все, кто смотрит мои видео, знают, что обычно я ставлю миску с тестом в микроволновку. Рядом ставлю стакан с горячей водой, закрываю дверцу микроволновки, и у меня получается такой теплый шкафчик, где тесто очень хорошо подходит. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. Посмотрите, какое шикарное тесто получилось. Оно увеличилось в объеме больше, чем в 2,5 раза. Это самое лучшее тесто для хлеба и булок. Слегка его обминаю. И сейчас тесто я разделю на 8 равных частей. Каждый кусочек примерно по 105 граммов. Все кусочки теста я подкатываю в шар. Пальцы слегка смазываю растительным маслом. И посмотрите, формирую вот такой шарик. Подворачиваю все внутрь и подкатываю. Накрываю пленкой и оставлю постоять кусочки теста примерно минут 7. Буквально за 7 минут, как замечательно подошло тесто. Я пальцы слегка опять смазываю растительным маслом, и у меня получается такая еще одна будет обминка теста и формирование булочки. Снова собираю все тесто внутрь и формирую
еще раз вот такую круглую булочку. И сейчас уже перекладываю ее на противень. Выстелила его пергаментной бумагой. Благодаря вот такой двойной обминке булочки будут очень пышные. Я выкладываю булочки на довольно большом расстоянии друг от друга, так как тесто будет хорошо увеличиваться в объеме. И сейчас один довольно важный момент. Пальцы смазываю маслом и все булочки слегка прижимаю сверху, делаю их более плоскими, так как булочки для бургеров, они должны иметь более плоскую форму. Теперь все накрываю пищевой пленкой и оставляю на расстойке примерно минут на 40. Булочки должны увеличиться в объеме примерно в 1,5 раза. Посмотрите, как замечательно подошло тесто. Сверху я их смажу желтком, и здесь у меня 1 столовая ложка молока. Смазываю булочки сверху. Делаем это очень аккуратно, чтобы не примять тесто. Смесь желтка и молока обязательно должна быть теплой. И, конечно, сверху обязательно присыпаем щедро все кунжутом. У меня кунжут не обжаренный, он обжарится в духовке во время выпечки. И сейчас все отправляю в хорошо разогретую до 190 градусов духовку, примерно на 15-20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Первую партию булочек я достала из духовки. Выглядят они просто шикарно. Снимаю их с противня и перекладываю на решетку. Невесомые, как пух. Булочки получились просто невероятные. Они такие легкие, такие пышные. Они у меня уже все остыли. И я сейчас буду пробовать. Вот я уже разрезала булочку. Сейчас попробую. Булки просто невероятные. Сверху много кунжута. Такой нежный мякиш. И сама булочка, она получается такая упругая, такая вкусная. Друзья, я всем рекомендую. Приготовьте и попробуйте. Сделайте детям бургеры с этими булочками. Я думаю, всем они понравятся. Я желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изяков «Позитивная кухня». Всем пока!